Всем привет! В этом ролике вяжем красивый, интересный узор имитация жгутов. Раппорт узора 5 петель, плюс 1 для симметрии, если мы вяжем поворотными рядами, плюс 2 кромочные. Узор эластичный и отлично подойдет как для шапок, аксессуаров, так и для плечевых изделий. Вяжем из красивой нарядной пряжи Газал Рок-н-ролл. Для пряжи характерен красивый металлический блеск, матке на 50 грамм 115 метров. В составе акрил, полиамид и мериносовая шерсть. У пряжи очень интересная широкая палитра. Мой цвет 13254. Рекомендуются спицы 4-4,5. И я вязала узор на спицах номер 4. Пряжа представляет собой металлический шнур, наполненный пухом разных оттенков. На ощупь пряжа приятная, не колючая. Те, кто вязал из Газал Рок-н-ролл, знают, как сложно подобрать узор для этой пряжи. Посмотрите, как ненавязчиво и красиво смотрится имитация жгутов. Узор не теряется в этом металлическом блеске, а только подчеркивается. Итак, мы набираем количество петель кратное 5, плюс 1 для симметрии, плюс 2 кромочные. После того, как набрали нужное количество петель, разворачиваемся, оказываемся на изнаночной стороне и начинаем первый ряд. Провязываем 1 лицевую, 4 изнаночные. Это наш раппорт. 1 лицевая, 4 изнаночные. Лицевую провязываю за заднюю стенку, изнаночные за передние, чтобы петли не скрещивались. В изнаночных рядах раппорт постоянно будет повторяться. 1 лицевая, 4 изнаночные. В конце ряда 1 лицевая для симметрии и кромочная. Второй ряд. Кромочную снимаем, 1 изнаночная. Далее нам надо сделать перехлёст 2 петель. За работой сначала провязываем вторую петлю за заднюю стенку, первую петлю, и только после этого снимаем 2 петли со спицы. 2 лицевые. Это наш раппорт. 1 изнаночная, перехлёст 2 петель, провязываем сначала вторую петлю за заднюю стенку, затем первую. 2 лицевые. Так будем вязать до конца ряда. 1 изнаночная, перехлёст 2 петель, 2 лицевые. У меня еще один раппорт. Провязываем за работой вторую петлю, затем первую, 2 лицевые, 1 изнаночная в конце ряда и кромочная. Третий ряд узора изнаночный. Повторяется раппорт 1 лицевая, 4 изнаночные. Довязываем таким образом ряд. 1 лицевая, 4 изнаночные. В четвертом ряду смещаем наш перехлёст на 1 петлю. Кромочная. Провязываем изнаночную. Далее 1 лицевая и перехлёст. За работой провязываем сначала вторую петлю, затем первую. Остается 1 лицевая. Это наш раппорт. 1 изнаночная, лицевая, перехлёст 2 петель, 1 лицевая. Так будем вязать до конца ряда. Сместили перехлёст на 1 петлю. 1 изнаночная, лицевая, перехлёст 2 петель, лицевая, изнаночная для симметрии и кромочная. В изнаночном ряду у нас снова раппорт 1 лицевая, 4 изнаночные. Шестой ряд. 1 изнаночная, 2 лицевые, перехлёст 2 петель. За работой провязываем вторую петлю, затем первую, то есть сместили наш перехлёст еще на 1 петлю. 1 изнаночная, 2 лицевые, перехлёст 2 петель. Так повторяем до конца ряда. Изнаночная, 2 лицевые, перехлёст. У меня еще один раппорт.
Далее повторяем узор с первого ряда на нужную нам высоту. Замечательный, красивый и несложный узор. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Будем вязать вместе.